Тайна семи печатей или что же там все время падает? На протяжении всего повествования в апокалипсисе постоянно что-то падает с неба. То звезды осыпаются, то огненные горы ввергаются в море, то град величиной с талант. И каждый раз от этих небесных сюрпризов человеческая популяция буквально выкашивается самым нещадным образом. Однако, обратим внимание на удивительные слова тайновидца. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Как мы знаем из дальнейшего повествования, после снятия печатей на землю обрушиваются такие чудовищные кары, что, в общем-то, вся вселенная разносится в пух и прах. Неужели Иоанн Богослов был столь кровожаден, что буквально до слез жаждал возмездия грешников? Чтобы нам ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на икону «Страшный суд». Здесь нас интересует огненная река, исходящая непосредственно от престола Бога и стекающая аж в самое пекло ада. Закономерен вопрос, как же так? Ведь огненная река, исходящая от престола Бога, это же божественная сила. Каким образом она оказалась в преисподней? В предыдущих темах мы выяснили, что мир подобен двум бочкам. Одна на небе, эта бочка, наполненная святой водой премудрости Божией. Вторая бочка находится на земле, это мы с вами. И земная наша бочка изначально ничем не заполнена. Господь порционно, по ковшечку, изливает свою премудрость. Обратите внимание, именно премудрость, а не благодать. Благодать же получается только тогда, когда небесная премудрость вмещается в наш земной ум. Благодать происходит от соединения неба с землей. В этом и заключается суть домостроительства Божией благодати. Благодать ее нужно строить, а не получать готовую с неба. И главная задача нашей земной церкви как раз и заключается в том, чтобы шаг за шагом испить всю небесную премудрость. Испить до самого дна, так чтобы вся небесная бочка вместилась в наш ум. И когда это произойдет, тогда у нас в головах и поселится Царь Славы Иисус Христос, и через Него мы войдем в полноту любви Божией. А полнота любви Божией – это и есть полнота благодати. Как известно, после грехопадения небо оказывается запечатанным, то есть человечество утратило связь с Богом, оказалось изолированным от небесной воды сакральных знаний. В апокалипсисе символом этой таинственной премудрости является книга, написанная внутри и отвне. Книга сия как раз и обозначает базовый принцип устройства мира. То, что мы уже рассматривали через иконы Спасителя и Богородицы. Внешнее укутывается во внутреннее, а внутреннее во внешнее. И наоборот. В новозаветную эпоху ситуация принципиально меняется. Господь восстанавливает связь неба с землей. Лев от колена Иудина, корень Давидов, это, как известно, царь царей Иисус Христос. Он победил смерть и восстановил попранную. То есть соединил небо с землей, восстановил возможность небесной премудрости изливаться на землю непосредственно в человеческие сердца. Таким образом, 2000 лет назад и родилась наша Святая Церковь. Правда, к настоящему времени мы откатились на какую-то исходную позицию, провалились в некую область квазибытия, в какой-то разгромленный недоветхий завет. Не пойми что просто. И теперь нам всем вместе, во славу Божию, предстоит выполнить аналогичную миссию. Необходимо снять 7 печатей с наших сердец, которые и закупоривают небесный свет.
Если первый раз это сделал Христос, первенец из воскресших, то теперь, после того, как наше православие опустилось ниже плинтуса, нам нужно будет воскресать всем вместе соборным образом. И воскресение это происходит также через снятие семи печатей. Так о чем же плакал тайновидец? Дело в том, что изливаемая с небес энергия святости приносит разрушение только в случае ее неправильного использования. Если эту силищу не возвращать на небо, то она, подобно радиации, будет разрушать все человеческое бытие. Итак, посмотрим сначала на правильный маршрут движения небесной воды, движения энергии семи Духов Божьих, проходящих по путям воли Божией. Пункт 1. От Бога изливается вода премудрости и разума, и ею утверждаются земля и небо. Половина радуги уходит на созидание неба, половина на созидание земли. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Пункт 2. Далее Творец из праха земного создает человека. И создал Господь Бог человека из праха земного. Пункт 3. Потом небо соединяется с землей в точке человеческого сердца. И теперь в сердце Адама посеяно зернышко небесного цветика, семицветика. И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Пункт 4. Теперь человеку предстояло постигать небесную науку и заниматься домостроительством благодати Божией, то есть возделывать себя и весь земной мир. Сначала нужно было достичь внутреннего целомудрия, то есть собрать в себе премудрость Божию в одно целое. Потом под единый купол той же премудрости собрать весь окружающий мир. Тогда бы и получился богочеловеческий райский Иерусалим, построенный через собирание семи цветов благодати в белый фаворский свет. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. Пункт 5. Однако возрастание до богоподобия было возможно только при условии постоянного возвращения славы от познания небесных тайн непосредственно обратно Богу. Венцы на головах старцев как раз и символизируют славу от познания. И венцы эти старцы отдают Богу. Таким образом, должна была получиться замкнутая цепь. Бог изливает небесный свет, люди познают сакральные тайны, приносят творческий плод познания и возвращают его обратно Богу. Однако, как известно, дьявол подговорил Еву оставить плод познания себе. В результате круговорот энергии мироздания прервался. 7 лучей силы Божией, это огненная семицветная река, которая должна была собираться в единый восходящий столб фаворского белого света, так в него и не собралась. Пункт 6. После грехопадения возникает новый маршрут движения 7 фундаментальных энергий. Теперь они из сердца человека все мироздание начали тащить под землю, в преисподнюю, в распад, в хаос, в смерть. Так и образовался ад. Данный маршрут поэтапного распада и скатывания в демоническое царство Антихриста как раз и показывают катаклизмы, происходящие при снятии 7 печатей. Сначала происходит разрушение внутреннего мира человека. Их показывают 4 всадника апокалипсиса. Потом ситуация перекидывается вовне. И с 5-го уровня на земле устанавливается одна из форм языческого богоборческого мироустройства, то есть власть ада. Это эпоха нового мирового порядка. На 6-м уровне в результате безбожного образа жизни цивилизация скатывается к хаосу и мировой войне. А на 7-м же уровне происходит полное уничтожение демонического мироустройства.
Однако самым интересным и важным для нас является не 7 разрушительных действий, производимых энергией Бога, а 7 созидательных этапов, приводящих к преображению человека и мира. Именно об этом и плакал апостол Иоанн. Именно эту информацию было велено скрыть. Однако сейчас наш народ созрел для восприятия этих высших тайн, и это значит, что пришло время для созидания нового, светлого, святого мира, и действовать будем по плану Бога.